Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по самым странным и необычным деревням и городам мира. В этом видео мы познакомим вас с уникальными уголками планеты, которые удивляют и поражают воображение. От деревень, где дома обустроены в земляных дуплах, а вместо дорог каналы, заполненные водой, до средневековых городов, построенных на краю ущелья и зажатых крутыми горами. Каждый из этих населенных пунктов способен удивить даже самых искушенных путешественников. Мы расскажем вам о том, как живут люди в условиях, которые кажутся невозможными, и почему они выбирают такую жизнь. Готовы к самым неожиданным открытиям? Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски и включить уведомления, ведь впереди нас ждет множество удивительных историй. А теперь поехали! Икитос, Перу. Город Икитос раскинулся на берегу Амазонки. Свое имя он получил по названию племени, которое проживает здесь с незапамятных времен. Расцвет города пришелся на конец 19 века, когда здешние края охватила каучуковая лихорадка. До наших дней в городе сохранились здания, построенные каучуковыми магнатами. Кроме того, Икитос часто называют врагами Амазонки, потому что именно отсюда начинается множество туров в дикие джунгли. Но главной изюминкой является то, что это самый большой город на Земле, до которого не ведут сухопутные дороги. Икитос с населением более 400 тысяч человек с одной стороны окружен густыми тропиками, а с другой – водой. Добраться сюда можно либо самолетом, либо на лодке. И последний вариант путешествия – настоящее приключение. Ведь плыть вдоль жаркой и влажной Амазонки до Икитоса примерно неделю. Несомненно, существуют планы по строительству дороги, которая бы связала Икитос с транспортной сетью Перу. Но пока только на бумаге. Янцзин, Китай. Добро пожаловать в Янцзин, самый узкий город в мире. В самом узком месте его ширина не превышает 30 метров, а в самом широком – чуть больше 300 метров. Но тянется он с севера на юг на 60 километров. С обеих сторон поселение зажато крутыми горами. Еще и без того узкую полосу городских зданий разделяет река, вдоль которой пролегает главная дорога. Место для города с привычной планировкой тут в обрез. Реку окружают поросшие лесом крутые склоны. Специфический рельеф на узкой полосе около реки позволяет строить только многоэтажные дома, и то плотно. Дома расположены либо на сваях у самой реки, либо врезаны в крутые склоны долины. Глядя на Янцзин сверху, сложно поверить в то, что такое поселение действительно существует в реальной жизни. Оно больше похоже на то, что ожидаешь увидеть в фантастическом фильме или в строительной игре-симуляторе, чем на современный город. Как и зачем подобный населенный пункт в принципе надо было строить? Но это Китай, а в этой стране возможно все. Слэп-Сити, Калифорния. Слэп-Сити – это бесплатный трейлер-парк, где в 40-х была построена база и полигон, которые потом перенесли на 10 миль к северу. Военные оставили после себя много бункеров, наблюдательных пунктов и других бетонных строений, которые называются слэпс. Однако, как известно, свято место пусто не бывает. Слэп-Сити стал домом для нескольких поколений бродяг, бездомных, преступников, пенсионеров и разочаровавшихся хиппи. Полиция сюда не суется, а местные называют город последним свободным местом в США. Это пространство привлекает несчастных, отчаявшихся и ярых сторонников личной свободы, предоставляя им при всей своей уникальности чувство дома. Город лишен собственных источников электроэнергии, водоснабжения и канализации, и его обитатели вынуждены ездить за покупками в соседний город. Однако не все так безнадежно. Жители Слэп-Сити используют генераторы, ветряки и солнечные батареи. В городе имеется даже небольшой пруд, библиотека, молильный зал и игровая зона для детей. Да, здесь есть и дети. Сюда даже заезжает школьный автобус. В целом, Слэп-Сити – это одновременно город разбитых надежд и безграничной свободы. Кастельфолиет де ла Рока, Испания. Если вы хотите почувствовать себя героем фэнтези для исторического романа о Средневековье, Кастельфолиет де ла Рока – идеальное место для вас. Город находится в 120 километрах от Барселоны. Его площадь всего 1 квадратный километр, на котором уютно разместились жилые дома, магазинчики, церковь. По форме он напоминает корабль, так как вытянулся вдоль хребта, по обеим сторонам которого текут две реки – Флувия и Турунель.
Основан городок в начале XII века. Не от хорошей жизни он возник на этом месте. В темные времена Средневековья одной из главных задач жителей была оборона своих поселений. Посмотрите сами. Напасть можно с одной только стороны, и то линия фронта будет очень узкой. Кастельфолиет-де-ла-Рока состоит всего из одной улицы. В маленьком городке живет около 1000 человек, которые каждый день могут выйти только на одну сторону улицы, потому что с другой стороны отвесный обрыв. Весь город находится на базальтовой скале, а поселиться здесь означает провести жизнь на краю пропасти. Гитхорн, Нидерланды. Не любите шум? Хотели бы пожить в сказке? Возможно, деревня Гитхорн в Голландии вам понравится. Она еще известна как Нидерландская Венеция. Здесь нет ни дорог, ни шумного современного транспорта, только каналы и 176 мостов через них. Если будете на машине, то ее придется оставить при въезде в деревню, иначе никак. Улиц там вообще нет. Деревня Гитхорн находится в провинции Оверейсел, в 5 километрах юго-западнее города Стенвейк. Вода в этом месте поднялась во время сильнейшего наводнения в 1170 году, а саму деревню основали в 1230 году, когда тут решили обосноваться беженцы с юга страны. Современный вид деревня приобрела благодаря добытчикам торфа, которые выкапывали почву, в результате чего образовалось множество островков, небольших озер и каналов. Чуть позже на небольших островах построили дома, а через каналы перекинули деревянные мосты, которые соединили своеобразные островки. Как же люди здесь передвигаются? На шепчущих лодках с бесшумными моторами. Поэтому в деревне Гитхорн сохраняется тишина и покой. Лонгьер, Норвегия. Город Лонгьер – это столица острова Шпицберген. Самое северное поселение в мире. Казалось бы, это должно отпугивать гостей, но туризм здесь так процветает, что даже компания Редисон построила на острове шикарный отель. Главная достопримечательность этого места – уникальная полярная природа, незамерзающее море, необыкновенные ландшафты, северное сияние. Сегодня это туристический город, но с начала 20 века до 1990-х годов Лонгьер действовал как центр угольной добычи. Город даже был назван в честь инженера-предпринимателя Джона Манро Лонгьера, заложившего здесь первый угольный рудник в 1906 году. Кроме того, этот отдельный арктический городок имеет еще одну особенность. В Лонгьере действует один из самых необычных законов мира. На его территории официально запрещено умирать. В случае, если кто-то получил угрожающую жизни травму или неизлечимо заболел смертельной болезнью, для несчастного организуют перелет на материк. Дело в том, что на архипелаге с середины 20 века вообще нет действующих кладбищ. Ведь в вечной мерзлоте, на которой стоит город, после погребения тела вообще не разлагаются и могут привлечь самых опасных жителей острова – белых медведей. Махуник, Иран. Деревня Махуник расположена в самой восточной точке Ирана, недалеко от границы с Афганистаном. Примерно до начала 20 века она была населена необычно низкорослыми людьми. Здесь насчитывается около 200 глинобитных домов, многие из которых имеют исключительно низкую высоту – не больше 1,5 метров. При этом в них жители стояли в полный рост. Современные иранцы едва могут зайти в эти дома, в проходах приходится нагибаться, а внутри стоять, сильно сгорбившись. История этой уникальной деревни оценивается примерно в 3000 лет. Дома здесь построены рядом друг с другом, в земляных дуплах на склонах холмов. Все из-за суровой зимней погоды и нехватки материалов в жилом районе села. Местные жители были ростом ниже 1,5 метров, потому что населению не хватало пищи, в ней не было витаминов, чтобы в юности кости росли как следует. Плюс было много браков между роднёй. Однако с развитием инфраструктуры и изменением образа жизни дома предков стали буквально физически малы для коренных жителей, и им пришлось переселяться. Сносить деревню предков не стали, просто построили рядом высокие кирпичные дома. Ларин-Канада, Перу. Затерянный высоко в перуанских горах город Ларин-Канада иногда называют адом на земле, и вполне заслуженно. Город расположен на высоте 5100 метров, в жерле потухшего вулкана. Большая часть горожан живет в самодельных лачугах без отопления, хотя средняя температура любого месяца в году не поднимается выше 10 градусов Цельсия. Высокая преступность, пьянство, как образ жизни, хронические болезни и низкая продолжительность жизни. Это место ледяной ад, в
в котором прозябают более 30 тысяч человек. Почти все работают на шахтах, где, нарушая все правила техники безопасности, играют собственными жизнями лотерею. Здесь на высоте в 5 километров даже кислорода в 2 раза меньше, чем на уровне моря. Так зачем тут поселились люди? Ответ прост – золото. Желающих разбогатеть не пугали ни суровые погодные условия, ни тяжелый труд, ни отсутствие даже минимального комфорта. К тому же почти все местные шахты и горнодобывающие компании незаконные. Поселиться здесь – это легкий способ как разбогатеть, так и потерять здоровье и даже жизнь. Темза-таун, Китай. Темза-таун – типичный британский городок. Однако он находится не в Великобритании, а в Китае. Удивлены? Мы тоже. Видимо, мастерство китайцев по производству подделок вышло на новый уровень. Темза-таун был открыт в 2006 году в 30 километрах от центра Шанхая. Церкви, каменные дороги, красные телефонные будки – полная имитация английского стиля. Здесь можно пройтись по мощенным улочкам, на которых красуются названия Оксфорд и Куин, полюбоваться готическим собором, напоминающим аналогичную церковь в британском Бристоле, и, конечно, сфотографироваться на фоне импровизированной реки Темзы. Авторы проекта предполагали, что такой мини-городок станет привлекательным местом для жизни, и китайцы начнут переезжать сюда. Но получилось не так, как планировалось. Темза-таун так и не стал популярным среди китайцев. Теперь это город-призрак, где не живет вообще никто, а здания превратились в декорации. Люди приезжают сюда только ради фотосессий в английском стиле. Уитиер, Аляска. Американский городок Уитиер на юге Аляски – одно из самых удивительных мест на Земле. С одной стороны, его окружают живописные горы, а с другой – бескрайний океан. Но главная фишка города даже не в этом. Дело в том, что все его жители живут под одной крышей в 14-этажном здании под названием Башни Бегич. Здание имеет всю необходимую и актуальную инфраструктуру, включая полицейский участок, медицинскую клинику, церковь и даже прачечную. По состоянию на 2023 год в городе Уитиер проживало 263 жителя. Но зачем люди переехали в город-дом? Сейчас все поймете. На карте США Уитиер появился в 1956 году. Здесь возвели военно-морскую базу. Потихоньку населенный пункт начал разрастаться. Однако весной 1964 года, во время сильнейшего землетрясения в истории США, городок превратился в руины. Единственным домом, что устоял, была башня Бегич. Да и жить в одном здании оказалось очень удобно. Людям почти не нужно выходить на улицу, особенно зимой, когда метели и температуры минус 30 градусов делают прогулки опасными. Здесь можно прожить годами, не покидая здание, и это считается нормой. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр и не забудьте поделиться в комментариях, какие города или деревни удивили вас больше всего.